7 недорогих вариантов отделки фасада дома. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Внешний вид частного дома можно смело назвать лицом жилища. От этого зависит полное восприятие строения в целом. Обычно считается, что отделка фасада довольно дорогое занятие. Существует несколько более бюджетных вариантов, которые выглядят не хуже, а иногда даже лучше. Таким образом, получится придать дому презентабельный внешний вид, не потратив при этом значительную часть семейного бюджета. Сайдинг виниловый. Этот отделочный материал по своим свойствам схож с обычными пластиковыми панелями. Его производят из ПВХ по схожей технологии. В магазинах представлено множество вариантов расцветок, фактур. Это поможет сделать фасад здания более красочным и живым. Такой материал очень просто монтировать, с этим справится даже непрофессиональный отделочник при наличии нужного инструмента. Сайдинг не гниет и устойчив к воздействиям окружающей среды. Обратите внимание, что сайдинг, выпущенный недобросовестными производителями, иногда сделан из ядовитых отделочных материалов. Также он легко воспламеняется и выделяет ядовитый химический дым. Штукатурка. Самым распространенным способом отделки фасадов домов является обычная штукатурка. Это достаточно бюджетный вариант. Если все правильно сделать, то результат порадует даже самых привередливых скептиков. К достоинствам штукатурки относится ее небольшая стоимость, экологичность, простота в уходе и, конечно, паропроницаемость. Через такой вид отделки стены из натуральной древесины продолжают дышать. Это благополучно сказывается на сроке эксплуатации всего дома. Древесина. К простым и в то же время стильным вариантам отделки относится облицовка фасада натуральной древесиной. Это экологичное и приятное для глаз решение. Дом можно обшить вагонкой, блокхаусом и прочими предлагаемыми вариантами. Древесина очень устойчива к воздействию внешней окружающей среды, за исключением сильной влажности. Она позволяет стенам дышать, не создавая вакуумного пространства, в котором могут развиваться плесень и грибки. Отделку очень просто выполнять, с этим можно справиться самостоятельно без привлечения специалистов. Цементно-песчаная смесь. ЦПС считается одним из самых распространенных видов отделки фасада. Вариант не потребует значительных финансовых затрат. После оштукатуривания появляется эффект бетонной стены, которую в дальнейшем очень легко декорировать. Однако нужно помнить, что работы можно производить только в теплое время года. Под поверхностью такой отделки не должно быть сырости, иначе вся работа будет испорчена. Термопанели. Еще одним недорогим вариантом отделки фасадов являются термопанели. Это по своей сути материал, похожий на сэндвич-панели. Он состоит из внешнего слоя, внутреннего утеплителя и фольгированной пленки. Этот вариант идеально подойдет, когда требуется не только придать фасаду приятный внешний вид, но и утеплить стены. В этом случае получится сэкономить на утеплителе. Такой материал очень легко монтировать, не потребуется приглашать профессионалов. В продаже есть материал разных цветов и фактур. Обычно он представлен как имитирующий кирпич или натуральный камень. Плитка фасадная. Этот материал еще только набирает популярность. В настоящее время его не часто используют и стоит он недорого. Он из себя представляет подобие стеклохолста, который пропитан битумом. Сверху фасадная плитка покрыта базальтовой крошкой. Такая отделка имеет массу преимуществ. Простой монтаж, устойчивость к перепадам температур, красивый внешний вид, пластичность материала. Для выполнения отделки этим материалом стены должны быть деревянными или покрыты ОСБ, иначе закрепить его не получится. И наконец, встречайте самый лучший и экологичный материал для обделки фасада дома. Это горбыль. Весьма необычный способ отделки фасадов дома, однако этим он и привлекателен. Стоит материал совсем недорого и является натуральной древесиной, что хорошо сказывается на эксплуатационных качествах здания. Стены под такой обшивкой меньше подвержены гниению и образованию плесени. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.